Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Просто Чангук хочет внимания. Девятое место. Чангук всегда начеку, Чангук всегда бдит. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Убегу даже после армии нет свободы. Тайна убегающего Стаффа и несбывшиеся надежды на свободу после службы». Что случилось? Подробный обзор. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? В чем логика? Когда Тэхён танцует один. Мысли Стаффа: я сниму это, когда Тэхён с Чангуком. Мысли Стаффа: я не буду это снимать. Надо срочно убежать. Седьмое место. Эти взгляды. Шестое место. Поведение пары. Так много хочется сказать, но зачем, когда у многих есть глаза, и они сами все видят? Тэхён существует. Реакция Чангука. Пятое место. Вспомним этот прекрасный момент. Как Тэхён отреагировал на Чангука на сцене.
4 место. Забота. Это гиперопека Чонгука. Третье место. Новости. Фанаты видели Чонгука в аэропорту, когда он летел в США по личным делам. Блестящее возвращение гения сцены. Это показало, что ни одно из его умений не исчезло, оставив поклонников и публику восхищаться. Немного подробностей о выступлении с участниками. Хасок сказал, на самом деле на концерте было много изменений. Мы исполнили I Wonder с Чонгуком, а потом Seven, затем Spring Day с Джином, Жаме Ву, добавили Killin' It Girl. Так много изменений в честь феста. В процессе Чонгук говорил о желании присоединиться, за что я был очень благодарен, так что в итоге мы сделали это вместе. И Джин также сказал, что он тоже хочет быть частью этого, так что мы сделали это вместе. И Джин также сказал, что он тоже хочет быть частью этого, так что мы сделали это вместе. Благодаря этому выступление 13 июня прошло прекрасно. Совместное выступление с Seven Чонгука было просто огонь. Вот насколько Тэхён вирусный. Он просто надевает белую футболку, выглядит мега круто, и мужчины в ТикТоке его косплеят. Это смешно настолько, насколько и круто. Seven продолжает расти в чарте Melon, крупнейшей стриминговой платформе в Корее, в настоящее время занимая 51 место. Она провела 12 дней подряд на первом месте в ежедневном чарте вирусных песен Spotify South Korea. И это спустя 2 года релиза. Браво! Чонгук очень технично засветил свою новую тату, точно хотел похвастаться. Мы оценили, заахали и заохали, выдвинули предположения, подняли мировых запросах. Твой ход, умираем от любопытства.
британский певец и автор песен Audio Merchant, прибыл вчера в Сеул и добавил в сторис из аэропорта песню Чангука «Please Don't Change». Он также запостил в сторис скрины от фанбаз Чангука из ТВ об этой новости. Согласитесь, Тэхён был очень эмоциональным в тот день. Полик в сторис о татуировках Чангука. Когда мы впервые встретились, он очень стеснялся своих татуировок и даже летом не решался носить одежду с короткими рукавами. Так нашей общей целью стало то, что мы назвали проект «Короткий рукав летом». Со временем он сделал несколько татуировок импульсивно. Я сказал ему: «Сейчас ты находишься в положении, где многие на тебя равняются. Надеюсь, в будущем ты будешь более осознанно подходить к выбору тату, потому что многие молодые люди смотрят на тебя и могут последовать твоему примеру». Восстановление его старых татуировок оказалось непростой задачей. Реальный ущерб был гораздо серьезнее, чем казалось на фото, и были серьезные ограничения в выборе сюжетов для перекрытия. Это был сложный процесс – сохранить осмысленный дизайн, скрывая старые тату. И давление даже привело к тому, что у меня началось стрессовое выпадение волос. Тогда я предложил: твой нынешний черно-серый рукав – довольно распространенный вариант. Почему бы не попробовать что-то более яркое и уникальное, то, что действительно соответствует твоей карьере как Чангук? Возможно, это не всем по вкусу, но ты и не такой, как все. Он согласился с моим предложением. Некоторые могут подумать, что я использую факт работы с Чангуком как маркетинговый инструмент или просто завидуют такой возможности. Но на самом деле я чувствовал огромное давление и ответственность, чтобы сделать все на высшем уровне. Мы завершили около 70% работы до того, как он ушел в армию, и продолжаем процесс, когда его график позволяет. На протяжении всего этого пути я представлял его на сцене с татуировками, которые создал, всегда думая о том, что ему больше подойдет. И теперь он наконец может уверенно носить короткие рукава. Это делает меня по-настоящему счастливым. Возможно, этот стиль не всем понравится, но я верю, что результат получился гораздо более уникальным, чем раньше, и в конечном итоге все вышло хорошо. Кто-то будет поддерживать меня, а кому-то может быть неприятен сам факт, что я делал тату Чангуку. Но я занимаюсь этим уже 13 лет и вложил в этот проект все – свое мастерство, опыт и сердце. Так как в последнее время я получаю много вопросов о новой татуировке Чангука, я хотел на мгновение поделиться своими мыслями здесь. Как же хорошо, что Чангук попал к хорошему татуировщику и теперь сам доволен результатом. Ух, какие горячие эдиты! Компания Ковс, занимающаяся научным анализом лиц, сообщает, что делает Ким Тэхёна таким привлекательным. Его часто описывали как самого красивого мужчину в кей-поп, и это одна из отличительных черт, которая делает Ким Тэхёна, более известного как Ви, таким привлекательным. Лицо Ви отличается высокой симметрией, безупречными волосами, густыми бровями, темными ресницами, четкой границей нижней челюсти и исключительно пухлыми губами. Вы также можете заметить, что его губы заметно розовые, то есть они имеют более красный оттенок, чем губы большинства мужчин. Это довольно интересно, так как когда исследователи Стивен и Макиган позволили участникам экспериментально редактировать лица, люди удалили красные тона с мужских губ, чтобы подчеркнуть мужественность. Но на самом деле они сделали мужские губы немного краснее, когда их попросили максимизировать привлекательность.
Другими словами, да, это женская черта, но она также привлекательна. Однако отличительной чертой Ви, которую вы вряд ли увидите ежедневно, является его идеальная кожа, характеризующаяся однородностью и ровной окраской, а также гладкой текстурой. В спектрофотометрическом внутрикожном анализе Мэтта и его коллег они обнаружили, что однородная кожа одновременно усиливает восприятие молодости, здоровья и привлекательности. И вы можете видеть, что мы можем взять пиксель практически из любой части лица Ви, и он будет почти идентичен любой другой части лица, создавая атмосферу привязанности. Особенная красота и притягательность Тэхёна в центре внимания всего мира долгие годы. Когда ты крутой спецназовец, но в душе все равно немного дива. Известная филиппинская актриса Таня Гарсия разместила несколько фотографий в сторис, используя стиль Висью Чангука и слоу-дансинг Тэхёна, и поделилась историей к фото. Эта фотография была сделана где-то в июне 2021 года, поэтому и маска. Я тогда не увлекался BTS, окей? Я просто пошел в Soulja Army в один из магазинов BTS в Лос-Анджелесе и наугад выбрал Чангука, не зная, что буду от него без ума. Звездные фанаты из разных концов мира выражают свое восхищение и любовь. Тэхён вернулся лишь неделю назад, а уже успел навести шухера на весь фандом, показав, в какой шикарной он форме, показав, как сильно он вырос, показав, кто тут папочка и где он вертел тех, кто со всем этим не согласен. Фанаты по всему миру шокированы ростом числа подписчиков Тэхёна на 900 тысяч за 7 дней после увольнения. Нам нужно новое слово, кроме король. По состоянию на сегодня число подписчиков у Ким Тэхён увеличилось на 900 тысяч после увольнения из армии. Поклонники были поражены этими цифрами. Все, что он сделал, это уволился из армии, и у него появилось почти 900 000 подписчиков. Популярность Тэхёна сумасшедшая. О, боже! Нам нужны более крупные и выразительные слова, чтобы выразить его популярность. Я думаю, что профессорам английского языка пора придумать новые слова. Приятно видеть королевскую сторону Кей-поп. Благодаря этим объективным показателям фанаты и пользователи сети уверены, что глобальное влияние Ви стремительно растет с каждым днем. Это показывает, что Ви – это не просто временная тема, а глобальная сила, которая постоянно расширяется. Такие теплые объятия Чангука. Знаете ли вы, что Чангук официально стал полноправным членом Ассоциации авторских прав на музыку Кореи, Комка, за свои композиторские работы? Для получения полного членства в Комка необходимо, чтобы годовой доход от авторских отчислений достигал определенной суммы, а заявка была одобрена правлением.
Чангук достиг этого результата, имея на счету всего 22 песни. Он стал четвертым участником BTS, получившим полное членство, и первым из вокал-лайна. Это звание присваивается композиторам, внесшим значительный вклад в создание музыки и чей доход превышает определенный уровень. Чангук добился этого, написав всего 22 песни. На ваших глазах только что выросла звездочка. Forbes перечислил достижения Чангука за время его службы в армии, подчеркнув, что его официальный сольный дебют и доминирование в чартах всего за 6 месяцев являются истинным свидетельством его звездной мощи и доказательством того, что служба в армии может сосуществовать с мировой славой суперзвездой. Нельзя отрицать наличие сценического присутствия Тэхёна. Он вообще меняется? Мистер Лавр. Золото — это не цвет, это то, как выглядит Тэхён. Как же я люблю такого хаотичного Чангука. Сольная песня Тэхёна — это ода его прошлому «я», когда он проходил через трудности. Идея внутреннего ребенка возникла благодаря Карлу Юнгу.
Работа с внутренним ребенком или разговор с ним является психологической практикой. Более того, это песня о процессе взросления и становления Тэхёна. Inner Child несет в себе мощное послание о личностном росте и важности любви к себе. Она призывает слушателей принять свое прошлое, найти счастье внутри себя и поверить в свою способность меняться к лучшему. Его улыбка так прекрасна. Тэхён сказал: «Я надеюсь, что смогу придумать множество образов. Певец, сольный исполнитель, актер или позже фотограф или обычный старый Ким Тэхён. Или когда я займусь чем-то другим. Я хочу создать так много разных образов, чтобы появились тысячи версий меня самого, и я смогу стать тем человеком, у которого есть новый я, достаточно хороший, чтобы делать что-то новое каждый день. Я думаю, что это моя заветная мечта, если говорить как артист». Немного консервных архивов. Помните, сколько было слез радости, когда Тэхён вернулся к Блонду? Мы еще даже не подозревали, что Лэйоува будет эрой Тэхёна-блондина. Первое появление с Блонд на фан-встрече Симинвест. Кто-нибудь из вас понимает, что у Чангука больше не было ни единого дня нормальной жизни с тех пор, как он стал стажером? Все, что он делал, к чему прикасался, на что смотрел, что писал, что говорил, подвергалось сомнению, осуждению. Повествования созданы. Повороты сюжета зависят от того, кто пишет повествование. Я очень надеюсь, что в те моменты, когда он находится вдали от толпы, он может наслаждаться жизнью в полной мере. Я знаю, что он счастлив, когда танцует и поет, когда он на сцене перед толпой. Я надеюсь, что он будет счастливее всех, когда погаснет свет и все внимание будет приковано к нему. Я надеюсь, что он любим и чувствует себя любимым каждое мгновение своей жизни. Он достоин того, чтобы его любили. Чувствовать себя любимым. Второе место. Это так интимно. В тот день эмоции были на поверхности, а страсть буквально прожигала сцену. Это было то время, когда они еще не умели, да и не хотели скрывать свои чувства. Все было по-настоящему: дрожащий голос, горячий взгляд, прикосновения, в которых читалась история. Взгляды не врут. Первое место. Мое сердце не выдерживает, когда я вижу, как они на концертах заигрывают друг с другом.
это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.